день, дорогие друзья! Информация, изложенная в этом видео, будет очень полезна как юным особам, так и опытным женщинам, которые начинают строить свои отношения с новым партнером. Очень важно в самом начале пути понять, является ли мужчина диктатором или тираном, чтобы впоследствии не пришлось страдать от психологического или физического насилия. Как же распознать в мужчине тирана? Для того, чтобы это сразу понять, не обязательно быть ясновидящей или иметь специальность психолога. Нужно просто более пристально присмотреться к партнеру и обратить внимание на некоторые характерные признаки. Остановимся на самых явных из них. Такой человек всегда найдет повод для того, чтобы навязать вам чувство вины. Мужчина-диктатор никогда не извиняется и не любит признавать свои ошибки. Он умудряется исказить любую ситуацию так, чтобы самому выглядеть жертвой плохого отношения к себе со стороны женщины. Мужчина-тиран обязательно обладает чрезмерной ревностью, которая в абсолютном большинстве случаев вспыхивает вообще без повода. Он предпочитает, чтобы ему постоянно доказывали свою любовь и ценили его превыше всего. Со своей же стороны, он не проявляет подобного отношения к партнерше, постоянно напоминает ей о том, что в любой момент и любая другая может занять ее место. Тиран всегда и во всем контролирует свою партнершу. Требует от нее согласовывать с ним все свои действия и перемещения, устраивает слежки и заставляет подробно отчитываться. Такой мужчина всячески занижает самооценку женщин, тем самым прививает ей комплекс неполноценности. С годами партнерша начинает верить в собственную несостоятельность и ничтожность, а он уже получает полную власть и контроль над ней. Психологический тиран обязательно приложит все усилия для того, чтобы женщина стала предельно зависима от него. Может уговорить ее бросить работу для создания в доме должного уюта и поддержания порядка, а после сам же начнет упрекать супругу в нежелании работать и зарабатывать. Также он категорически не одобряет любые занятия, интересы или увлечения своей партнерши, которые способны подчеркнуть ее индивидуальность, сделать самодостаточной и независимой от него. Деспот всегда остается человеком настроения. Таким людям трудно угодить в чем бы то ни было, будь то знаки внимания, внешний вид, еда. Достаточно пронаблюдать, как и что он говорит о других людях. Ему свойственны только осуждение и критика окружающих, стремление высмеивать любые недостатки, даже несуществующие. Если вы заметите хотя бы один из перечисленных признаков, это должно вас заставить внимательнее присмотреться к избраннику и задуматься о возможном прекращении отношений. Как правило, тираны выбирают себе покладистых спутниц жизни, которые всегда и во всем будут им уступать. Как же защитить себя? Хорошо, если деспота можно распознать быстро, тогда легко будет обезопасить себя от проблем в дальнейшем. Но многие мужчины-тираны проявляют свои качества далеко не сразу, а лишь тогда, когда женщина станет от него зависимой. И если вы замечаете в поведении избранника склонность к деспотизму, то, следуя некоторым советам психологов, можно оградить себя от его проявлений. Первое. Уверенно и решительно установите четкие границы дозволенного в ваших отношениях. Определите сразу, что вы не потерпите такого отношения к себе. Второе. Никогда не оправдывайтесь в том, в чем не считаете себя виноватой. Третье. Не прерывайте отношений со своими друзьями. Продолжайте общение, советуйтесь и делитесь тем, что вас беспокоит. Не умалчивайте моменты, которые вас не устраивают в отношениях. Не терпите и агрессию, научитесь давать отпор. Наблюдайте, анализируйте и делайте выводы. Возможно, это не тот человек, который вам нужен. И последнее, обязательно продолжайте свой профессиональный рост. Это позволит вам оставаться независимыми. Вот и все, дорогие друзья. Надеюсь, эти конкретные советы и рекомендации помогут вам избежать неприятностей в будущем. Спасибо всем, кто досмотрел это видео. Если понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие ролики. Всего всем доброго!